Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в рецепте буженина. Буженина будет у нас из свинины. Для данного рецепта нам понадобится, я взял кусок свиной шеи на кило 150 грамм. Также для маринада нам понадобится 2 лавровых листа, 3 душистых перца, 20 штук перца черного горошком, чайную ложку зерен кориандра, чайная ложка розмарина и чайная ложка сухого тимьяна. Понадобится головка чеснока, соль, перец черный молотый. Вариантов рецептов буженины очень много, поэтому я показываю сегодня свой, как я делаю. Для запекания я буду использовать дижонскую горчицу, сливочный хрен, немного соевого соуса, растительное масло и сладкий чили соус. Для начала нам нужно подготовить маринад. Для маринада я беру пол-литра воды. На пол-литра столовая ложка, вот прямо вот без горки, вот так вот соли. Отправляю в маринад 2 лавровых листа, чайную ложку зерен кориандра, 3 душистых перца, 20 зерен черного перца горошком, чайную ложку розмарина сухого и чайную ложку тимьяна. Отправляю на плиту, дам закипеть, минуты 3 покипит, выключаю и ждем, когда он остынет. Маринад я подготовил, он прокипел. Постывший маринад возьму 3 зубчика чеснока, раздавлю и вот слегка только порежу. Отправляю в маринад. Маринад готов. Берем мясо и отправляем в пакет. И туда же вливаем маринад. Все специи отправляем вслед за маринадом. Выпускаем лишний воздух. Закрываем замки. Если у вас нет таких пакетов, можете в обычном пакете сделать там двойной упаковочный, фасовочный пакет. Все. Мясо у нас в пакете. Убираем в холодильник, где оно у нас будет мариноваться минимум 10 часов, а лучше сутки. Я вчера замариновал, у меня уже готовый кусок шеи такого же веса. Он у меня пролежал в холодильнике сутки. Периодически за сутки я его несколько раз там ворочал, чтобы он полностью был покрыт маринадом и пропитался. Подготовленное замаринованное мясо вынимаем из пакета. Здесь стоит аромат чеснока. Мясо уже все пропиталось этим вкусом. Удаляем с куска мяса перец, лавровый лист. Сейчас нам надо этот кусок хорошо обсушить. Бумажным полотенцем насухо все вытираем. Друзья, мясо я обсушил, подготовим намазку. Для намазки нам понадобится 2 столовые ложки горчицы в зернах, 2 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка растительного масла, столовая ложка сладкого чили. Он нам понадобится, придаст остринку нашей буженине сверху. С пол-чайной ложки черного перца молотого, 2 чайных ложки с горкой сливочного хрена и выдаем сюда 3 зубчика чеснока. Соль я не добавляю, потому что у нас
Мясо пролежало сутки в рассоле, она и так соленая. Соевый соус нам нужен для того, чтобы сбалансировать остроту горчицы поверх нашего мяса. Все это тщательно перемешиваем в однородную массу. Так, обмазка у нас готова. Дорогие друзья, сейчас мне нужно подготовить мясо для жарки, чтобы оно у меня сохраняло форму рулета. Я его перевяжу кулинарной нитью. Для этого берем кулинарную нить, складываем вдвое, завязываем узел с одного края, туго перетягиваем, завязываем двойным узлом и делаем петлю через руку, продеваем на мясо и с отступом 2 сантиметра перетягиваем. Еще раз показываю. Делаете петлю через руку, продеваете на мясо и затягиваем. Тем самым придаем нашему куску мяса цилиндрическую форму. Еще раз повторяем то же самое до самого конца. В конце перевязываем узелком. Лишнее отрезаем. Вот у нас получился рулетик. Сейчас подготовим сковороду и обжарим мясо со всех сторон. Дорогие друзья, я взял толстостенную сковородку, поставил на плитку, чтобы она хорошенько прогрелась. Сейчас мне нужно этот кусок мяса запечатать со всех сторон, чтобы он у нас в процессе запекания в духовке оставался сочным внутри, а сверху была у него красивая корочка. Прямо без масла обжариваем, точнее прижариваем. Постепенно вращаем по сковороде, буквально секунд по 30 с каждой стороны. Вот такой, чтобы у нас красивый колер снаружи получился. Жар максимальный. Вытяжку рекомендую включать тоже. Масло я не наливал, но свинина, так как имеет прослойки жира, на сковородке уже появилось растопленное сало. В зависимости от мощности вашей плитки и от сковородки. Сковородку рекомендую брать толстостенную, чтобы мясо не горело, а именно вот образовалась румяная корочка. С торцов тоже обжариваем, закупориваем со всех сторон. Так. Уберем сковороду и плитку. Мясо наше подготовлено. И будем готовить его к запеканию. Дорогие друзья, подготовленный кусок мяса мы будем запекать в духовке, завернутой в фольгу. Фольгу желательно брать несколько слоев, чтобы упаковка была плотная и случайно не вытек у нас сок. Нанесем обмазки вниз, возьмем кусок мяса и начинаем его обваливать в нашей помазке. Со всех сторон наносим равномерно. Работа грязная, но того стоит. Нам важен конечный результат. Все, мясо я обвалял. Почему я в этот раз не заворачиваю традиционно в пергаментную бумагу, как обычно? Здесь нужно нам упаковать кусок мяса плотно.
Вот так вот, чтобы он сохранил свою форму. И один еще лист сверху для подстраховки. Мясо я упаковал, дно я все равно застелю пергаментной бумагой. Кусок мяса у нас кило 150, но кило 200. Я отправляю его в предварительно нагретую духовку до 190 градусов на час 20, час 30. Дорогие друзья, буженина провела в духовке 1,5 часа. Достанем, посмотрим, что у нас получилось. Горячая. Вот дополнительный лист фольги не дал протечь соку наружу. Дорогие друзья, вот такой красивый кусок буженины у нас сегодня получился. Буженину можно употреблять в пищу как в горячем виде, так и в холодном. Но я уберу ее остывать и нарежу, когда она у меня остынет полностью. Тогда будет мясо более плотным и на срезе будет смотреться красивее и вкуснее. Давайте вернемся, как остынет буженина. Дорогие друзья, буженина остыла. Нарежем, посмотрим, что мы там напекли. Шейка. Ах, как смачно-то она выглядит. Обратите внимание, друзья, на срез. Розовенько, сочненько. Вот здесь вот. Сутки в рассоле самое то. Вкуснятина. Мужики, на рыбалку, на охоту. В лес по грибы. С собой бутерброды. Самая тема. Дорогие друзья, вот такую вариацию буженины вы можете приготовить к праздничному столу. Ну и по традиции, у кого сегодня день рождения, я хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать вам здоровья, счастья, любви, светлого теплого неба над головой, добрых людей поблизости. Оставайтесь добрее, будьте отзывчивее к близким, и люди к вам потянутся. С днем рождения вас! А всем остальным пока, до скорых рецептов. С вами был Волоха. Всего доброго, друзья!